Приветствую вас, мои дорогие сладкоежки, любители десерта. Что вы любите больше всего? Шоколад или зефир? С сегодняшнего дня вам больше не придется делать этот выбор и решать эту дилемму. Сегодня мы с вами приготовим шоколадный зефир, лакомство 2 в 1. И если из тортов я готовлю чаще всего торт лимонное птичье молоко, вот он, посмотрите. Ссылку на него вы сейчас видите, и я оставлю ее в комментариях и в описании. Посмотрите рецепт этого торта, я думаю, вам понравится. А вот из зефиров я готовлю чаще всего яблочный шоколадный зефир. Этот зефир я готовлю чаще всего, потому что он обладает замечательными качествами. Готовится быстро, просто и легко, имеет вкус десерта премиум-класса, а в нем используются очень бюджетные продукты. Обладает ярко выраженными шоколадными нотами, вкусом суфле, имеет нежную, но упругую структуру. Несмотря на то, что он готовится по классической технологии, стабилизируется при применении определенных видов какао-порошка в течение 20-30 минут. Готовить этот зефир можно и ручным, и планетарным миксером. Кстати, друзья, у меня снят рецепт еще одного шоколадного зефира, но уже по заварной технологии, так что подписывайтесь на мой канал. Канал называется «Записки пользователя» или «Вы гениальный кулинар». Меня зовут Пульхерия. Итак, приступаем. Приготовим основу нашего зефира – густое яблочное пюре. Для него нам понадобятся яблоки с высоким содержанием пектина. Это яблоки зеленых сортов, очень твердые и кислые. В моем случае это Гренни Смит, но таких сортов очень много. Очищать кожуру с яблок, если вы покупали эти яблоки у садоводов или собирали в собственном саду, не надо, потому что именно под кожурой содержится большая часть пектина. Но если вы, как я, купили яблоки в супермаркете, то придется очистить их от кожуры и потерять часть пектина, поскольку яблоки покрываются восками, в которых содержатся антибактериальные вещества и фунгициды. Они не только не полезны для нашего здоровья, но также не дают стабилизироваться зефиру и разжижают его. У яблок удаляем сердцевину и нарезаем на некрупные кусочки, так как нам надо, чтобы пюре было густое, то есть яблоки должны потерять большую часть влаги. Далее яблоки кладем на противень и отправляем в духовку при температуре 130-150 градусов Цельсия. Если у вас есть конвекция духовки, то обязательно ее включите. Запекаем их 20-30 минут. У яблок должна образоваться сверху подсохшая корочка, а внутри они должны стать мягкие. При таком способе приготовления обычно получается густое яблочное пюре и не требует дальнейших каких-либо манипуляций. Температура и время запекания индивидуально и зависит от особенностей вашей духовки. Запеченные яблоки перекладываем в кастрюльку и пробиваем блендеры. Если запекались вместе с кожурой, то с кожурой и пробиваем до однородного пюре. В случае необходимости протрите сквозь сито, но в моем случае этого делать не надо. Вот так выглядит яблочное пюре еще в горячем виде. Далее яблочное пюре отправляем в холодильник, а если вы хотите приготовить зефир сразу же, то отправьте яблочное пюре на 15 минут в морозильную камеру. Как определить, что яблочное пюре нужной консистенции и подходит для приготовления зефира? Тест делаем на охлажденном яблочном пюре. Зачерпните пюре ложкой, переверните ложку, и яблочное пюре должно остаться на ложке. Вот так яблочное пюре выглядит в охлажденном виде. Друзья мои, приятным бонусом для вас будет то, что я вам дам рецепт зефира с минимальным содержанием сахара. Для его приготовления нам понадобится 250 граммов охлажденного густого яблочного пюре, 90 граммов белков яиц. Обычно это 3 белка яиц среднего размера. Они еще называются яйца первой категории. Белки яиц и яблочное пюре должны быть одной температуры. Кроме этого, нам понадобится 2 порции сахара. 1 порция
на 90 граммов. В нее можно по желанию добавить ванилин или ванильный сахар. И обратите внимание, если вы будете добавлять ванильный сахар, общее количество сахара должно быть 90 граммов, включая ванильный сахар. Эта порция сахара будет взбиваться с белками яиц. Вторая порция сахара на 300 граммов. Она пойдет в сахарно-агаровый сироп. Нам понадобится 11 граммов агар-агара. Крепость агара 900 люм. Кроме этого нам понадобится 1 грамм лимонной кислоты и щепотка соли. И еще нам с вами понадобится 20 граммов какао-порошка. И подготовим инвентарь. Нам понадобится кондитерский мешок из плотного материала большого размера, не менее 40 сантиметров. Кондитерский мешок ставьте насадку «Звезда». Допустим, 1Б, 333, 336, любую на ваш выбор. Кондитерский мешок поставьте в высокий стакан. Так удобнее будет перекладывать зефирную массу в кондитерский мешок. Кроме этого, нам понадобится лопатка, которую вы будете перекладывать зефирную массу в кондитерский мешок. Для отсадки зефира нам понадобится лист пергаментной бумаги, который надо положить на противень или поднос. В чашу миксера добавляем яблочное пюре, белки яиц, щепотку соли и порцию сахара из 90 граммов. Мы будем с вами делать одновременно два действия. Взбивать белки яиц и варить сахарно-агаровый сироп. В кастрюлю с толстым дном добавляем 150 мл воды и весь агар-агар и ставим нагревать на плиту. Плиту включаем на средний нагрев, раствор непрерывно мешаем и дожидаемся образования геля. Наш агар должен превратиться в гель. Агар превратился в гель. Теперь добавляем весь сахар и его хорошо размешиваем. Мешаем до полного растворения сахара. И теперь мы дожидаемся закипания сахара. Сахарно-агаровый сироп закипел. Мы продолжаем непрерывно мешать. Нагрев уменьшаем и можно включать миксер. Взбив яблочное пюре с белками до побеления, добавляем щепотку лимонной кислоты и взбиваем до стойких пиков. Мы взбить должны до такого состояния, что, перевернув чашу с нашим взбитым пюре, ничего из этой чаши не должно выпадать. Продолжаем взбивать дальше. Сахарно-агаровый сироп мы мешаем непрерывно весь процесс варки. Варим мы его до температуры 110 градусов Цельсия или пробы на тонкую нить. Горячий сироп мы будем вливать в взбивающиеся в это время белки яиц, но они уже достигли состояния стойких пиков. Мы взбили белки яиц вместе с яблочным пюре до устойчивого состояния. Я переворачиваю чашу миксера, и из нее взбитые белки яиц вместе с яблочным пюре не выпадают. А вот так, друзья мои, выглядят стойкие пики. Вот в таком виде должны быть белки яиц к моменту вливания сиропа. Чем жестче у вас пики, тем более твердым у вас будет зефир. Наш сахарно-агаровый сироп сварился до температуры 110 градусов Цельсия. И вот так выглядит тонкая нить, демонстрирующая готовность сиропа к вливанию. Сироп снимаем с плиты. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. Горячий сироп мы вливаем не широкой струйкой, взбивающиеся белки яиц. Стараемся не попадать на венчик. Влив весь сироп, включаем миксер на максимальную скорость. Продолжаем дальше взбивать. До остывания взбивающейся массы примерно до температуры 50 градусов Цельсия.
Как только чаша миксера охладится у нас до температуры примерно 50-55 градусов Цельсия, добавляем весь какао-порошок, включаем миксер и еще взбиваем примерно 30 секунд. Теперь перекладываем зефирную массу в кондитерский мешок. Температура нашей зефирной массы примерно 45 градусов Цельсия. Меня часто спрашивают, что делать, если белки яиц уже взбиты вместе с яблочным пюре до крепких стойких пиков и готовы к вливанию, а горно-сахарный сироп еще не достиг нужной температуры. То тогда вы выключаете миксер и продолжаете варить сироп. Как только температура сиропа достигнет 109 градусов, включите миксер на обороты средние или ниже средних. После того, как сироп достигнет температуры 110 градусов Цельсия, миксер включайте на скорость 2/3 от максимальной и заливайте сахарно-агаровый сироп. Теперь отсаживаем зефирную массу в виде завитков. Формируем наш зефир. Отсадив зефир, я его оставлю на 30 минут для стабилизации. Сразу же хочу вам сказать, что если ваш зефир не стабилизировался за 30 минут, это не значит, что у вас он не получился. При таком способе приготовления он называется классическим. Зефир обычно стабилизируется 6-12 часов. Для того, чтобы он стабилизировался так быстро, должно совпасть несколько факторов. Это прежде всего влажность ниже 50%, температура воздуха примерно 26 градусов Цельсия. И очень важно, какой вы используете какао-порошок. Более подробное видео по приготовлению этого зефира вы можете посмотреть на моем канале на платформе Boosty. Там я расскажу, какими видами какао я пользовалась при приготовлении зефира, какие виды какао ускоряют стабилизацию, от каких следует воздержаться. Также я расскажу, как приготовить этот зефир ручным миксером. И, друзья мои, все видео, которые есть на YouTube, вы можете посмотреть на платформе Boosty. На платформе Boosty вы можете смотреть видео из всех стран без дополнительных программ. Видео можно смотреть по подписке, по разовой оплате, а также часть видео совершенно бесплатно и доступны даже без подписки. Ссылку на видео и на мой канал я вам оставлю в описании и в комментариях. Прошло 30 минут, и мой зефир стабилизировался. У меня зефир будет очень крупного размера, поэтому я не буду соединять половинки. Зефир стабилизировался, и теперь, друзья, перемешиваем какао с сахарной пудрой, беря 50% какао и 50% сахарной пудры, и посыпаем равномерно уже стабилизированный зефир. Теперь зефир можно снимать с пергамента. Посмотрите, он полностью стабилизировался, не липнет к бумаге, легко снимается и не оставляет следов. Оформляем и подаем к столу. Друзья, мы с вами приготовили изумительно вкусное лакомство – яблочный шоколадный зефир. Быстро, легко и просто был приготовлен изысканный десерт премиум-класса. И он был сделан из совершенно недорогих бюджетных продуктов. Этот зефир по своим ощущениям умеренно сладкий, с выраженным ароматом и ярким вкусом шоколада. Больше всего он напоминает по своему вкусу суфле. И посмотрите, какая у него прекрасная структура. Она достаточно плотная, не рыхлая, но в то же время нежная, легкая, воздушная и тающая во рту в прямом и переносном смысле. Порадуйте себя, порадуйте своих близких, порадуйте своих друзей. Приготовьте этот элитный десерт, которому обрадуются даже гурманы. И у вас он обязательно получится, потому что вы гениальны. Встретимся в новом видео. Пока-пока. С вами была Пульхерия.